Футировка. Почему в некоторых случаях она коптится и быстро становится грязной в камине, а в некоторых случаях долго остается чистой? От чего это зависит? Нам рассказывает Валерий, представитель компании Cameo из Украины, который является известным профессионалом и блогером в своей сфере. Привет! От чего зависит, будет ли футировка оставаться чистой? Будет зависеть от нескольких факторов. Первый фактор – это конструкция топки, это герметичность. То есть топка должна быть полностью герметичной, и в нее не должен попадать воздух. Второе – это количество воздуха, которое идет на горение, должно быть оптимальное. То есть если мы чуть-чуть убавим и сделаем режим тления, стекло будет коптиться. Третий фактор – это очень высокая температура именно в топке. И вот эти факторы должны совпасть. И четвертый фактор – это нормальные дрова. Если дрова будут сырые, мы получим темную футировку. Если туда… И опять же, количество дров должно быть оптимальное. То есть если одно полено будет, мы будем иметь черную футировку. Если сырые дрова, темная футировка будет. Если температура невысокая, там будет опять же темная футировка. Если подсос воздуха идет темная и ограничение подачи воздуха будет опять же темное. То есть вот эти факторы будут влиять на то, что стекло будет всегда черным. Но ведь очень сложно постоянно поддерживать высокую температуру в топке и не открывать дверцу. Это не страшно, что на моменте розжига многие моменты будут такие, что стекло будет коптиться, но когда температура поднимется, оно будет работать по системе самовыгорания, оно самоочищение. Даже в этой топке сейчас видно, что один из углов, в нем невысокая температура, потому что мало дров, и оно как раз именно видно черное. А там, где высокая температура, именно полное, хорошее именно очищение, именно футировки. Все так просто. Спасибо. Вот так Валерий рассказал нам буквально за 2 минуты, как сделать так, чтобы футировка вашего камина всегда оставалась чистой. Продолжайте смотреть, мы рассказываем вам все самое интересное из мира каминов.